одной из итальянских больниц, в тихом уголке, происходило чудо. Девушка по имени Катрин уже долгое время ждала появления на свет своего первенца. Она мечтала о маленьком ангеле, который принесет радость и счастье в ее жизнь. Но судьба решила поступить иначе. Прошли долгие часы трудов, наполненные болезненными схватками и ожиданием. Каждая минута для Катрин казалась вечностью, но она не теряла надежды и верила, что все будет хорошо. В конце концов, долгожданный миг настал, и врачи достали малыша на свет. Но их реакция была далека от радости. Врачи закричали, испуганные и ошарашенные. Ребенок оказался весь сморщенным, с кожей, похожей на ореховый пергамент. Они таких детей еще не видели. Все вокруг замерли в ожидании дальнейших событий. Катрин, не понимая, что происходит, попыталась подняться и увидеть своего малыша, но ее остановили. Врачи быстро переговорили между собой и решили отправить ребенка на специальное обследование в другую больницу. Они объяснили Катрин, что малыш нуждается в дополнительном уходе и врачах, специализирующихся на таких сложных случаях. Она была ошеломлена и испугана, но согласилась на все, лишь бы ее ребенку было лучше. Так началось долгое и трудное путешествие для Катрин и ее ребенка. Они переехали в больницу, которая была специализирована на редких заболеваниях и уродствах. Здесь ребенок получил имя Маттео, что означало «подарок Бога». Катрин не унывала и держалась силой своей любви и надежды. Маттео прошел через множество обследований и процедур. Медики были озабочены его состоянием и пытались найти способы помочь ему. Но несмотря на все усилия, он оставался хрупким и слабым. Катрин видела, как много страдал ее ребенок, но она никогда не отказывалась от него. Ее любовь и забота были единственными силами, которые держали ее на ногах. Годы прошли, и Маттео все еще боролся с проблемами своего здоровья. Он был особенным ребенком, с особенными нуждами, но для Катрин он был самым прекрасным существом на свете. Она училась справляться с его особыми потребностями и находить радость в каждом маленьком моменте их жизни. Постепенно, Маттео начал проявлять свою неповторимую индивидуальность, его огромные глаза, полные любви и благодарности, его улыбка, которая растворяла сердца окружающих. Он стал источником вдохновения для многих людей в больнице и за ее пределами. Катрин и Маттео стали настоящими героями. Они боролись со своими страхами и сомнениями, преодолевали преграды, которые выставляла им жизнь. Они показали всему миру, что настоящая любовь и сила духа могут преодолеть любые преграды. С годами Маттео стал старше и сильнее. Его состояние улучшилось благодаря новым методам лечения и индивидуальному подходу врачей. Он стал гордостью своей семьи и источником вдохновения для многих людей. Катрин никогда не прекращала благодарить судьбу за своего сына, и они оба знали, что они – настоящие победители. И вот однажды, когда Маттео стоял на сцене в одной из итальянских больниц, он смотрел в глаза множества людей, которые собрались, чтобы увидеть его выступление. Вся его жизнь была своего рода концертом, где он был главным героем. Он сделал невозможное возможным и доказал, что внешность никогда не определяет наше истинное счастье и смысл жизни. Маттео и Катрин стали символами надежды и вдохновения. Их история рассказывалась во всем мире, вдохновляя людей принимать самых уязвимых и особенных в нашем обществе. Они доказали, что каждый ребенок, несмотря на свои особенности, заслуживает любви и поддержки. Итак, в одной из итальянских больниц родился ребенок, который изменил жизнь своей матери и тысячам людей вокруг него. Он стал светом во мраке и доказал, что настоящая красота пребывает внутри нас, в наших сердцах и душах, и что самое главное – это любовь, которую мы дарим друг другу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.